Ставить Тамину в титульный матч в 2020 году ожидаемо оказалось не лучшей идеей. Сет Роллинс и Дрю Макинтайр неожиданно завершили увлекательное побоище рукопожатием, а обещанный матч Money in the Bank с подъемом по корпоративной лестнице оказался вовсе не матчем от начала до конца. А теперь обо всем поподробнее. Бонжур, дамы и господа, с вами Unfoxgiven. Поехали! На кик-оффе участники нового дня произносят стандартную речь о том, что смогут защитить титулы, сколько бы команд одновременно им не противостояло. А записанное сообщение в твиттере Тамины смотрелось оригинально, немного напоминая Дом Светлячка. Тамина сказала, что пыталась играть по правилам, но ей это не удавалось. Сезаро и Джефф Харди провели хороший 13,5-минутный матч, только большей частью односторонний. Харди много превозмогал после атак оппонента и не выглядел серьезной угрозой для Шеймуса, к поединку с которым у него все идет. Джефф выходил на Whisper in the Wind и Twist of Fate с удержаниями до 2. Swanton Bomb с первой попытки не проходит. Сезаро вбегает на Turnbuckle и проводит Gut Wrench суплекс с канатов. Однако Джеффу удается отбиться клоузлайном с заграждения, после которого Swanton Bomb все-таки следует. И это победа. 3 звезды с четвертью. Основное шоу открывает 4-сторонний матч за командное чемпионство SmackDown. В начале был великолепный спот. Металлик провел Моррисону Spanish Fly за пределы ринга на остальных участников. Дорадо, получив тег, закончил комбинацию красивой спрингборд Hurricane Run на Моррисоне, но Блейк разорвал удержание. Новый день был близок к победе после Doomsday Double Foot Stomp на Катлере. После Skull Crushing в финале Миза на Блейке следует Starship Pain Моррисона на Big E. Удержание разрывают Lucha House Party, которые после серии удачных атак почти удерживают Big E после сплэша от Дорадо и Diving Elbow от Металлика, но мешают забытые сыновья. Судья выгоняет Райкера после вмешательства, и лучидоры исполняют спрингборд кроссбади за пределы ринга на хилов. С Big E такой маневр не проходит. Он ловит Металлика и удерживает его после Big Ending, пока Кингстон проводит Trouble in Paradise Дорадо. Динамичный 12-минутный матч с постоянными сменами инициативы и немалым количеством эффектных приемов, в том числе и командных, удостаивается 3,5 звезд. Пока Лейси Эванс красится в преддверии матча, она говорит, что после выигрыша чемодана право женщины уже готово для Бейли. Дрю Макинтайр обещает отправить Сета Роллинса в страну Клеймо и сломать ему челюсть. У R-Truth и MVP должен был состояться поединок, но вместо этого они начали рассуждать о правилах баскетбола. На ринг выходит Бобби Лэшли, заявляя, что MVP может взять выходной. R-Truth пытается поговорить с Лэшли, но случайно влепляет ему пощечину. Звучит гонг. R-Truthу не удается сделать ничего. Он принимает гарпун и оказывается удержан уже на 2-й минуте. Если это тоже было попыткой побудить людей подписываться на WWE Network, то она не удалась. Король Корбин обещает завладеть чемоданом 2-й раз и стать королем деньги в банке. На вопрос Кайла Брэкстона о поражении на прошлой неделе Бейли отвечает, что не обвиняет Бэнкс, и все, что ей нужно знать, то, что сейчас она побьет Тамину. Со временем Бейли начала отыгрывать хила лучше, а вот титульный матч плох. Тамина контролировал ход поединка, пока чемпионка не начала атаковать ее колено, и даже провела дроп-кик в колено об стойку ринга. Попытку суперкика претендентки Бейли реверсирует в нибар, и Тамина не без труда дотягивается до канатов. Провести самоон-дроп Бейли не смогла. Обрела Тамину водой, и тут, казалось бы, обессиленная претендентка воспряла духом, швырнула Бейли в канаты, добавив клоузлайн на маты, скинула ее сопроно суперкиком между канатами и бросила через комментаторский стол. После комбинации суперкика и самоон-дропа на ринг лезет Саша Бэнкс. Тамина отвлекается
и еще одну попытку самуан-дропа, Бейли переводит в сворачивание до 3. Это было слишком затянуто для 10,5 минут. Оживление произошло только ближе к концовке. 1,5 звезды. Сет Роллинс опять говорит о своей судьбе. Сегодня чемпионом станет Великий, а Брэй Уайт в своем человеческом облике поборется за вселенское чемпионство. Кроме постоянных шолдер-блоков и бади-блоков, Строуману особенно нечего продемонстрировать. От одного из таких Уайт уклонился, и гигант перевалился через комментаторский стол. Под одобрительные крики игрушечного поросенка Уайт завладел инициативой и даже провел торнадо DDT, а затем и сестру Эбигейл, но удержание только до 2. На вторую попытку сестры Эбигейл Брон ответил чоукслэмом. Когда Брэю удалось отбиться от его атак, чемпион поднялся на ринг в маске черной овцы. Куклы в зрительном зале вместе с ним радовались тому, что Брон дома. Но Строуман раздавил маску и провел пауэрслэм с удержанием до 3 спустя почти 11 минут. Кто как, но я ни на секунду не почувствовал интриги, а наблюдать за доминированием Строумана на ринге удовольствие сомнительное. 1 звезда и 3/4. Загадочный хакер перед множеством мониторов с кадрами из жизни суперзвезд WWE говорит, что никто не в безопасности. А Сет Роллинс под новую музыкальную тему попробует завоевать мировое чемпионство WWE. Отличный матч с интенсивной работой обоих исполнителей. Сету удалось сломить сопротивление Макинтайра, атаковав его колено, проведя суицид-дайв, слингблейд и зафиксировав STF, но чемпион дотянулся до канатов. После второго суицид-дайва Роллинс продолжает добивать шотландца нистрайками сапрона, заграждения и комментаторского стола. И когда уже казалось, что Дрю будет проблематично продолжать матч, он ловит Сета во время третьего суицид-дайва, проводит белли-ту-белли суплекс на комментаторский стол, а серию атак на ринге завершает спайнбастером. Макинтайр вырывается на счет 1 сначала после комбинации инзигери и суперкика, а затем и после фрог-сплэша. На счет 2 после комбинации суперплекса и Falcon Arrow. В безумно напряженной концовке с перехватами инициативы, приводящими к Future Shock DDT и Curb Stomp'у, финальную точку ставят Claymore Kick спустя почти 19,5 минут. При том, что Макинтайр продолжает получать невероятно сильный букинг, на сей раз он отработал действительно захватывающее зрелище на 4 звезды. R-Truth намерен вернуть титул 24/7, выиграв его у Тома Брэди. Чарли Карусо поясняет, что он имел в виду Роба Гранковски. Состязания за мужской и женский чемодан шли одновременно. Парни собрались в тренажерном зале, а девушки около лифтов, и начали с того, что Аска прыгнула с балкона на остальных участниц. Броулинг в пределах здания был просто комедийным сегментом, с иногда смешными, а иногда абсурдными моментами. К последним можно отнести появление Брюса Причарда в туалете, клоуна Доинка за стулом на тренировочном ринге, Джона Лауринайтиса, подъехавшего к Отису в кафетерий и словившего пирогом в лицо после фирменной фразы, и самым изощренным флешбеки AJ Стайлза после того, как он увидел в одном из кабинетов гроб. Что делает гроб в штаб-квартире? В нем днем спит Винс? Забавным был срыв чемодана Даны Брук в конференц-зале Money in the Bank, после которого Стефани объяснила, что настоящий чемодан на крыше, а Кармелла огрела несостоявшуюся победительницу плакатом со своим изображением. Пола Хеймана прервали во время роскошного ужина и начали битву едой, уже не обращая внимания на пол оппонентов. А самым ярким моментом стало то, как Брайан и Стайлз заметили то, что их драка перешла в офис Винса, и перед уходом поправили кресло. С перемещением действия на крышу началось самое неприятное. Стремление WWE к кинематографичности перешло все границы. Смена ракурса каждые 2-3 секунды может вызвать мигрень. Забравшись на лестницу, Корбин зачем-то начал мешать Аске, вместо того, чтобы снять свой чемодан, за что и поплатился, а японка стала мисс Money in the Bank спустя почти 22 минуты. Продолжение мужского состязания, в котором женщины резко исчезли из кадра,
запомнилось тем, как Корбин все-таки сбросил с крыши Мистерио и Блэка, судя по звукам, пролетевшим вниз около 4 метров. В концовке они сняли чемодан вместе со Стайлзом, но появившийся Элайс ударил гитарой Корбина, а у Эйджея приз выскользнул из рук. Его поймал Отис, ставший мистером Money in the Bank спустя 27 минут противоречивого зрелища, в котором можно отметить как что-то положительное, так и что-то отрицательное. Победительница среди женщин чемодан подходил лучше всех, а начало следующего Ро больше объяснило именно такое решение. В мужском разряде взятие данного трофея стопроцентным фейсом, пользовавшимся сильной поддержкой трибун до того, как арены опустели, потенциально выглядит интересно. А еще мы стали свидетелями самого короткого праздничного шоу WWE аж с 2002 года. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях и помните, когда вам станет грустно, на помощь придет рестлинг. Чао.